Так, друзья, у вас, наверное, уже пятница вечер, а я, как и обещал, заранее записываю вступление. Привет, любители ужасов. Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция». И в этой рубрике мы смотрим страшные необъяснимые видео и пытаемся понять, где правда, а где нас обманывают с помощью монтажа. И снова я не буду долго талдырить, поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Погнали! Пользователь ТикТока Майкл говорит, что после того, как он поиграл с доской для спиритических сеансов в доме своего друга, у него начались жуткие паранормальные явления. Он говорит, что, возможно, он случайно вызвал демона, который последовал за ним домой. В попытке записать Либо себя он на видео пиздобол. и объяснить, что происходит, он слышит нечто очень жуткое. В последнее время со мной происходит много странного, и я не могу. Алло? Слышен детский голос, но Майкл утверждает, что у него нет детей. Он говорит, что не знает, откуда мог взяться этот загадочный голос. Поэтому Майкл решает установить камеры наблюдения по всему дому в надежде получить доказательства паранормальных явлений, которые происходят в его доме. Да. Когда он просматривает запись с камеры в кухне, он приходит в ужас. Ну вы видите, да, что это просто тупая фигня. За нитку где-то там дергает. Кошкам вообще насрать. Кошки просто думают, что их хозяин идиот. Майкл и его девушка Хизер решают снова провести сеанс с доской для спиритических сеансов. На этот раз они хотят получить ответы на вопросы о том, что происходит. Но все принимает ужасающий оборот. Да, ну-ка давай. здесь. Здесь. Переводчик чуть нажался. О боже! До свидания, до свидания. О боже. Goodbye. Я в шоке. А нет, Я не знаю. Подожди. Это на лестнице? О боже. Что? О боже! Что-то с грохотом падает на пол рядом с Хизер, а затем они слышат громкий звук, доносящийся сверху. Когда они смотрят на лестницу, кто-то или что-то, чего они не видят, бросается на них сверху. Так значит, в доме Майкла поселился демон? Ну да. Оставляйте либо свои Майкл комментарии. брешет. Пользователь ТикТока Руш Бананас работает в ночную смену охранником в резервации в Руш Саскачеване, Бананас. Канада, когда она и ее напарник увидели нечто очень странное. Когда мы работаем в ночную смену с 8 вечера до 8 утра Так. и видим, как что-то приближается к нам в полночь. Как это возможно? Ну да видно, что это человек. Пользователь прям. ТикТока Рош Бананас утверждает, что понятия не имеет, что она засняла той ночью и очень напугана этой жуткой встречей. Многие человек видно, да, в обеспокоенные каком-то пользователи камуфляже, я не ТикТока знаю. считают, что это Границу может быть что перебегают угодно. чуваки. Оборотень, снежный человек или Да призрак. не гони, какой оборотень, Но блядь. что вы думаете по Кроссовки этому белые поводу? спалились, светлые. Это правда? Или это просто розыгрыш? Да Решать розыгрыш. вам. Да мы... Вечная А иди невеста. нахуй. Все жители Кулья знают историю Лупиты, Вечной невесты. История гласит, что в начале 1950-х годов молодая девушка по имени Лупита была помолвлена со своим возлюбленным детства Хесусом. Невеста и ее жених дружили с Эрнесто, который был безнадежно влюблен в Лупиту. Ага. Но Треугольничек Лупита такой, не да? испытывала к Эрнесто никаких романтических чувств. Ревность свела Безответная Эрнеста с ума, любовь. и в день свадьбы он убил жениха Лупиты, а она в ужасе наблюдала за происходящим. Твою мать.
Затем Эрнесто покончил с собой. Лупита была настолько потрясена случившимся, что так и не оправилась от потрясения и полностью утратила связь с реальностью. Какой-то гондон ревнивый, подумав только о себе, эгоистически, блядь, вальнул жениха и себя еще. То есть ни себе, ни людям, и вообще, и вообще. Каким нужно быть отморозком? Каждое воскресенье в течение следующих 30 лет Лупита надевала свадебное платье и шла в городской собор. После ее смерти в 1982 году ее похоронили, и говорят, что она до сих пор бесцельно бродит по кладбищу в свадебном Твою платье. мать, зачем? К исследователю паранормальных явлений из Мексики, у которого есть имя Эрнесто с YouTube-канала «Зона Paranormal» Вера Круз, присоединились его друзья и коллеги, исследователи Эль Паяса де ла Толедо и Лорена Якоба. Они вместе бродят по кладбищу поздно ночью. Они слышат странные необъяснимые звуки вокруг себя. А потом происходит вот Еще что. бабушка тут похоронена где-то, да? Привет. Это сестра Лупита. Я знаю, что вы за люди. Я в порядке. Я желаю вам энергии. Опа. Я уверен, что вы мне поможете. Я... Паяса, 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 паяса. Эй, я лама Эрнесто Эспоза. Я лама. Я хочу, чтобы Переводчик ты ел по-испански как лама, заговорил. как лама, и пил как лама, и пил как лама, как лама, как лама, как лама, как лама. Да тихо, как лама, блядь. Как лама, 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 как лама. Как лама, сколько раз он сказал? Ну что тебе, дальше, блядь, идти плохо стало или кто-то застрял? Что за паника? Algo me jaló la mochila. Payaso, algo me jaló la mochila, güey. Vamos para la tumba. Está enojada conmigo, güey. Me jalaron la espalda. Me jalaron la espalda, güey. Me jalaron la espalda. Me jalaron la espalda. Ла Эспальда. Vamos, payaso. Как же они умеют приукрашивать это Vamos, все, а? vamos, pero yo quiero ir a su tumba. Эрнесто ведет прямую трансляцию на Facebook, когда замечает, как кто-то появляется и исчезает возле одной из могил. Они спешат разобраться, Зачем он но Эрнесто застревает фонарик между с собой? двумя могилами. То При красным, то неожиданном белым, то повороте синим Эрнесто светит. чувствует, что кто-то или что-то тянет его назад. А потом... Вы это видели? Прямо за Паясо можно увидеть еще одно таинственное Да явление, это не еще, скрывающееся это он за просто границей. смотрел А на теперь ту еще- же женщину, которая там была, она, я имею в виду, кого они там специально, блядь, нарядили. И он, чтобы, типа, как будто бы это все вот, «О, как страшно», он там не обращает на нее внимания, уходит, блядь, или, наверное, даже угорает, так говорит: бля, я заебал тут вокруг кладбища бегать, у тебя хотя бы сигаретка есть, я устала, да и в туалет хочется. Еще раз, это прямая трансляция. Зрители заметили фигуру, но два исследователя совершенно не подозревают о том, что они только что запечатлели. Ну да. Они продолжают свое исследование. Vamos a buscar a Lorena, güey. Vamos a buscar a Lorena. Payaso caminó aquí enfrente, güey. Caminó aquí enfrente, güey. Caminó aquí enfrente, cabrón. La agarré, Vamos a ver. la agarré. У меня сегодня переводчик чуть бухнул, походу. La rodilla, güey. Почему он так разговаривает, и как будто, блядь, я не Vamos a знаю, ему buscar. Vamos a за яйцо buscar. кто-то держит. Vamos a buscarla. Мамос. Lore. Sigue Приветствую mandando вас, saludos. Сигуэ Манданда Салудос. Sí, está mandando Манданда, mensajes при de жизни todavía. Лорена и Ahí Эста. está Lorena, При aquí жизни está я en vivo, люблю вас, señores. Вимос, Lo- как lo que новинку в vimos- Агромосе. vimos И en вы la знаете, novia. почему я так люблю свинину. И я лама, и вы так любите меня. Вы о Желарон чем, Ламачила. А Лугар не любит Кабио и Желарон Ламачила. Es que dicen que me puedes seguir porque yo me llamo como el que Кто о mandó чем они о стейках? Me jalaron la mochila. Había un lugar donde no cabía. Y me jalaron la mochila. A ver, les voy a Я enfocar очень para que рад, vean. что вы оказались в центре внимания именно этого A человека. ver, miren. Lore, sigue en vivo.
Парень увидел привидение, которое, похоже, было одето в длинное белое платье. Они быстро направляются к своей коллеге, Скажите, следователю вы верите Марионе, прям вот- которая ведет свой собственный Вот те, прямой кто прям эфир в сейчас другой смотрел части и прям такой, площади. бля, в Она натуре. объясняет, Вот что напишите, тоже видела пожалуйста. фигуру, Кто прям похожую на поверил убитую, этому? одинокую невесту. Как я уже упоминал, это был прямой эфир, так что подделать его было бы очень Да сложно. ладно, ага. Но что ты думаешь об этом? Рид Уильямс говорит, что он работал над системой видеонаблюдения в парковочном центре местного аэропорта. Ага. Гаррит рассказывает, что во время работы он часто замечал, как его инструменты необъяснимым образом перемещались с одного места на другое. Ага. А работники парковочного центра утверждали, что иногда в середине ночи кассовые аппараты начинали выдавать билеты без всякой причины, пока не заканчивалась вся лента с билетами. Эти Нормально, кадры без были халява. сняты на камеру видеонаблюдения. Бледная маленькая рука буквально появляется из-под деревянной столешницы и толкает яблоко на пол. Рабочие Видали. этого даже не замечали, пока не просмотрели запись с камеры видеонаблюдения. Может, кто-то Я с тайно ума с схожу. собой взял ребенка? Пользователь Reddit Бартоломью Блэквилл говорит, что недавно он проводил ремонтные работы в закрытой школе, когда услышал странные В звуки. закрытой школе Он они достал телефон и не снял это на учились. видео. Лето. Смотрю. Теперь этот звук поставил в тупик всех комментаторов А, Reddit. то есть это звук- Некоторые предположили, что это мог быть любой звук, от ветра, гуляющего под дверями, до шума в трубах. Но никто не знает наверняка. Однако все комментарии сходятся в одном: необъяснимый шум в пустой школе наводит ужас. А в этой школе есть музыкальный кабинет? Может, там на трубе призрак такой? И звук такой пип, микроволновку включил. БП заварить сидел. После тщательного изучения я смог найти только информацию о том, что видео было снято камерой наблюдения в больнице в Перу. В Перу. Мгм. Видишь? Это Миколес. Рикардо сам был Мариром. Галарза сам был Мариром. Я не хочу, чтобы кто-то говорил, что я здесь главный. Я хочу, чтобы вы сейчас были на телевидении, на вечеринке. И никто Спасибо. не говорит. Мы пойдем на вечеринку. А что у вас-то там происходит? Сам был Мариром, и я хочу, чтобы ты был моим другом. Это моя персона. Это моя персона. Это моя персона. Да я не Я знаю. хочу поговорить с вами о том, что происходит в Ахе, Сигуэ Тадавия. Я хочу поговорить Я с тоже вами в о Ахе. том, что происходит в Кома. Так иди сходи. ¿Me lo puedes mandar a mi WhatsApp? Mándamelo. Какой-то Ты, предмет, говорит, который, выложил в кажется, WhatsApp. медленно меняет форму, выплывает из открытого офиса. Вообще непонятно, что это. Он проходит в приемный покой больницы, а затем просто исчезает за креслами. Это шарик какой-то. Летел и... Сейчас, пожалуй, самая захватывающая часть этого видео заключается в том, что женщина, наблюдающая за камерой видеонаблюдения, кажется закоренелой неверующей. Она просто Закоренелой продолжает неверующей. повторять, что это человек. Ха-ха, блядь, я тут говорю о том, что я скептик, блядь. Закоренелый неверующий. Вот как это называется. Надо запомнить. Здравствуйте. Это канал Крик. И я закоренелый неверующий. Это человек. Она думает, что это человек? Ты ёб... Ну, что ли, совсем там? Видео очень старое и, очевидно, очень плохого качества. Да видно, да. Но все же, по-вашему, это похоже на человека? Ну, хуй Дайте мне знает. знать, что вы об этом думаете.
Женщина оказалась в затруднительном положении, Мгм. когда заряжала свой телефон на нижнем этаже трехэтажного торгового центра. Закрытие? Несмотря на то, что в это время вход в торговый центр был закрыт, она вошла внутрь, так как ей срочно нужно было зарядить свой А, телефон. да насрать, что закрыт. Главное, телефон зарядить. Допустим. Ускользнув от бдительного охранника торгового центра, в обязанности которого входило следить за тем, чтобы после закрытия в здании не оставалось посторонних, она продолжила выполнять свою задачу. Но она не знала, что помимо угрозы быть пойманной недовольным охранником, ее подстерегала еще одна неожиданность, которую она запечатлела на камеру. Ну-ка, удиви нас. Призрак Я не знаю, откуда это торгового взялось, центра. но это похоже на привидение. Я чувствую, что это исходит оттуда. Мне кажется, она даже не пытается спрятаться от охранника. И вообще, ей главное телефон зарядить. Типа что? Гул детей? Я думаю, что это там наверху, но я не знаю. Там все закрыто. Ну и что? Ты же тут. Вот чего я хочу. Пожрать на третьем Буквально, этаже? как будто я в офисе. Обычно в торговом центре. Там все действительно закрыто, туда даже не попасть. Там закрытая вечерина. Такое ощущение, что меня преследуют, но это действительно так. Охранник. Когда она осматривала здание в нерабочее время, она заметила, что два верхних этажа были закрыты на ремонт. Да и что такого? Однако ее внимание привлекло нечто более странное, когда она услышала отчетливые звуки детского смеха и болтовни, доносившиеся с верхних этажей. И что? И могло быть все, что угодно. Ну, я имею в виду реально закрытое еще. Либо кто-то тоже не вышел еще, там охранник Но их это было не выгоняет, самое не знаю. жуткое в этом видео, так как ей удалось заснять призрачную фигуру на самом верхнем этаже. Сразу с этого надо начинать. Ну, Некое существо с длинными волосами, похоже, наблюдало за ней с верхнего этажа, а затем быстро исчезло, когда камера повернулась в его сторону. Кто или что это могло быть? Кроме того, как можно объяснить жуткие звуки детских шагов, раздающиеся в пустых коридорах? я вообще не поздно увидел ночью? ни хрена. Является ли это свидетельством настоящего полтергейста, или она нас обманывает? Пользователь Reddit по имени Бартон опубликовал видео на форуме Reddit, посвященном призракам, в котором он рассказал о случившемся. Он объяснил, что его кошка ночью переворачивала все вверх дном, и он установил камеру наблюдения, чтобы следить за ее поведением. А, типа, Он был кошка ли это удивлен делает или поведением нет? кота, который обычно днем ведет себя тихо и спокойно. Просмотрев запись на следующий день, он был совершенно ошарашен увиденным. Так. Кошка. Кошка. Латешка. Ага. Это призрачный огонек. Естественно. Кошка сидит, ей насрать, но смотрит в ту сторону, что что-то там... Ну, в любом случае, как что бы там ни шевелилось, она бы посмотрела туда.
А кошка такая, давай, давай, круши все. А, так ты дома. Так может быть ты это все и сделал. Подставил кошку. Да. Вот так вот. На видео видно, как кот ходит по дому, Кто как грешит на обычно, своего когда кота? ночью Поставьте начинают камеру, может, происходить это всё не странные так? вещи. Это включает в себя внезапные громкие звуки, доносящиеся с кухни, летающие предметы и падающие на пол вещи, хотя во время записи в комнате никого не было. Позже хозяин дома просыпается от громких звуков и сначала думает, что это кот. Но не Однако, наказывает его. просмотрев запись, он понимает, Он же что понимает, его что это не питомец он. не имеет никакого отношения к этим происшествиям. Да. Что могло послужить причиной этих событий? Наиболее вероятным объяснением может быть присутствие какой-то невидимой сущности, которая передвигается по дому и по неизвестным причинам переворачивает вещи. В любом случае, это видео определенно вызывает беспокойство и заставляет вас содрогнуться. Утверждает, что присматривая за домом своей тети, которая уехала в отпуск со своей семьей, он стал свидетелем пугающего зрелища, снятого камерой няни в детской комнате ее сына. Однажды ночью. Я не знаю, заведите. мерещится мне что-то или нет, но посмотри сюда. Это комната сына моей тети. Правильно? Здесь никого нет. Допустим. Правильно? Допустим. Ничего. В шкафу. Ничего. Допустим. Установи камеру няни здесь. Допустим. Хорошо, теперь скажи мне прямо в монитор. Скажи мне, что там не стоит кто-то в комнате. Еб. Например. Например, я проверил, 3 раза ходил туда-сюда и... А ты бы няню с другого ракурса поставил бы, может быть, не знаю. Ну ладно. Ничего, да? Какого черта? Я не хочу туда возвращаться. А сам зайди, чтобы мы видели, что на камере шевелишься там. Что камера действительно У работает. меня есть идея. Помести это сюда. И вот сюда. Так. Хорошо. Ладно, я видел мяч в другой комнате. Я сейчас принесу его. Ну это как-то так тень. Хорошо. Убедись, что там никого нет. Ладно, давай посмотрим, что получится. Давай. Ладно, там определенно что-то есть. Я, что за черт? Зайди вместе с этой херней, ты встань, чтобы мы увидели, что ты там стоишь-то, ёпатать. В детской комнате за плюшевым динозавром, который стоит на письменном столе, видна маленькая темная фигура.
Однако, Как-то это когда все я заходишь в говорю, комнату, может быть, там опять никого же, нет. так камера расположена, что ей выдает этот силуэт, а мы Озадаченный уже этим зрительно видением, додумываем мужчина это все. осторожно бросает в сторону фигуры мяч, но жутковатая фигура остается неподвижной. По словам пользователя Reddit под ником Hotel411, он не решался заходить в эту комнату до конца своего пребывания в доме. Ну, Все еще понятно. находясь под впечатлением от того, что запечатлела камера наблюдения, похоже, считает, что в доме поселилось зло. Оба его деда умерли там, один в декабре 2002 года, деда? другой в феврале 2013 деда? года. Один из его братьев тоже покончил типа с по собой в маминой, этом по доме в папиной линии, ну октябре что, они все там вместе жили? 2021 года. В октябре 2023 года супруга автора видео попала в больницу, где ей ампутировали ногу. С Ничего тех себе. пор, как она вернулась из больницы в ноябре 2023 года, в доме стали замечать присутствие чего-то необъяснимого, часто в виде светящихся глаз в окнах. Глаза эти разного цвета, то Нифига красные, то янтарные, в зависимости от времени суток. Видео, о котором идет речь, было снято в самой темной части дома, где нет ни камер, ни освещения и где неоднократно замечали что-то странное. Показывайте. На видео на мгновение появляются глаза, но при повторном просмотре они исчезают, и в окне остается только темнота. Автор видео, который постоянно работает, учится и заботится о своей супруге, часто не успевает следить за состоянием дома. Господи, давай показывай. В декабре семья завела золотистого ретривера, который, похоже, чувствует присутствие чего-то необычного и часто лает, глядя в пустоту. По ночам в окне, где иногда видны глаза, их нет. В доме постоянно раздаются странные звуки, похожие на шорох, доносящийся из-за забора, который слишком высок, чтобы через него могли перебраться мелкие животные. Наличие колодца в соседнем дворе отпугивает оленей, что делает эти звуки еще более странными. Также были сообщения Кого-то о стуке и отпугивает, жутких кого-то не звуках по ночам. отпугивает. Пользователь, его мать и его супруга однажды видели высокую, стройную фигуру в черном, которая пробежала по участку. Через 3 дня после того, как дети ушли, ворота оказались распахнуты настежь. А на записи с камеры видеонаблюдения видно, как по двору движется какая-то темная фигура, похожая на туман. Какой же долгий Мать пользователя предрассказ. видела эту фигуру в окно кухни Ради, примерно блядь, год назад, щас но только момента. недавно упомянула об этом, сначала сомневаясь в том, что она действительно ее видела. Ну давай. Однажды, когда пользователь была одна во дворе, она услышала жуткий крик и быстро вернулась в дом. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как на подъездной дорожке сверкают чьи-то глаза, которые исчезают при повторном просмотре. Первоначально предполагалось, что это Да было господи, демоническое покажи ты существо, уже но первый раз. дальнейшие исследования показали, что это мог быть человек-тень или полтергейст. Семья была напугана и обратилась за помощью на форумы, посвященные полтергейстам и людям-теням, но не получила никаких ответов. На видео, о котором идет речь, в контексте, который был предоставлен, видно, как собака пользователей испуганно реагирует на что-то за окном, что еще больше усиливает жуткую атмосферу Ты происходящего. специально, блядь. И я сейчас вам еще потреплюсь, потому что заколебывает. Не зря я говорил, что в некоторых моментах лучше, чтобы не диктор, он рассказывает слишком углубленно. И давайте так, вы все запомнили только что? Все равно хочется увидеть сам факт попадания вот этого, о чем они говорят, на камеру. То есть просто история — это просто история. И зачем ее такой длинный? Ну все, мы поняли, там когда-то кто-то вот это вот видит, окей, вот собака, окей, блядь, где эти глаза, о чем речь, что вы? Уже исследования провели, мы уже поняли, что за монстр, блядь, но мы не видели, что за глаза там. Ну и что? Вот только здесь похоже что-то типа, как будто на глаза, и то не на глаза.
Как вы думаете, что здесь происходит? Лично я нахожу это одновременно интригующим и пугающим. Мне кажется, пусть Как он вы получше думаете, дома кому посмотрит, принадлежат какие эти у него жуткие там глаза? лампочки есть, которые могут Пожалуйста, отображаться поделитесь там. своими мыслями в комментариях. Вообще бред. Это видео было снято камерой видеонаблюдения, установленной в спальне девочки, чтобы следить за ней. Ого. Сейчас около 3 часов ночи, давно пора спать, но она не спит. Мгм. Внезапно она врывается в комнату своего отца, дрожащая и задыхающаяся, утверждая, что на потолке что-то ужасное. Ее отец, предполагая, что это просто жучок, проверяет и убеждает ее, что там ничего нет, прежде чем отправить ее обратно в постель. Мгм. Однако, когда он просматривает отснятый материал на следующее утро, он пребывает в состоянии полнейшего ужаса. Вот что зафиксировала камера. Причем девочка не смотрит в сторону шкафа, она реально смотрит на потолок. Свет включается и выключается, отбрасывая жуткие тени по комнате, в то время как выключатель света, кажется, переключается сам по себе в такт мерцанию. Как будто невидимая рука играет с ним. Несмотря на это тревожное зрелище, вся семья, его дочери, он сам и его жена крепко спят. Внезапно его младшая дочь просыпается, ее взгляд устремлен в потолок, как будто она заметила там что-то ужасное. Его охватывает паника, когда он понимает, что его дочь, возможно, видела что-то действительно зловещее. Растущий страх становится ощутимым по мере того, как в доме множатся странные происшествия. В отчаянной попытке защитить свою семью, он переставляет кровати девочки, надеясь восстановить хоть какое-то подобие безопасности. Но, несмотря на его усилия, кошмар продолжает разворачиваться. И однажды ночью, Давай, пока так его долго, младшая так дочь долго, спит, как же происходит долго. нечто еще более ужасное. Странный светящийся шар зловеще парит над ее спальней. Я-то думал. Как только он исчезает из виду, по комнате начинают разноситься тревожные жуткие звуки. Это пугающее предзнаменование. Следующей ночью тревожные звуки становятся еще более интенсивными, наполняя тишину навязчивым ужасом. Это какое-то вот душегубство. Типа, знаешь, от каждой херни сделать как будто мистика. Другой ночью его старшая дочь проснулась от жуткого ощущения. Она утверждала, что почувствовала прикосновение чего-то холодного к своей ноге. Смотрите внимательно. Как вы можете видеть, она резко выпрямляется, ее ступня дергается, как будто ее коснулось что-то холодное. Мало ли, что Растерянно ребенку оглядываясь по могло сторонам, присниться. она лихорадочно пытается сообразить, что это могла быть ее собака, но в комнате никого нет, и ее охватывает леденящий душу страх. Не знаю, очень сложно сказать, что это прям вот Ее мистика. отец, отчаянно нуждающийся в ответах, выкладывает эти видео в интернет в надежде, что кто-нибудь сможет пролить свет на эти тревожные события. Пока не выяснится больше, эта загадочная история будет оставаться нераскрытой. Это Эти да. кадры были сняты камерой видеонаблюдения, установленной в детской спальне для наблюдения за ребенком. Несмотря на поздний час, она решает поиграть со своими игрушками лежа в постели. Неожиданно происходит по-настоящему пугающее событие. Ну-ка.
Может быть, здесь будет Хорошо, что-то более давай страшнее. поиграем. Я буду прыгать. А на втором этаже никого? Зачем двуярусная кровать, если ребенок один? Опа. Что это? Девочка не поймет, откуда свет в комнате, в полной темноте или как. Это страшно. Ахуе. Все, нет девчонки. Охренеть, да, она Давай, там давай. больше спать не будет никогда. Просто было видно, что ее подтянули туда, как бы, ну. Внезапно игрушка начинает светиться без всякой видимой У причины. девочки монстр под Вдобавок ко кроватью, как всему, он она такое? начинает играть ту самую песню, которую напевает человек, находящийся рядом, как будто игрушка зовет его под кровать. Затем, когда человек наклоняется, чтобы посмотреть, что там, Видите, невидимая тянет. сила резко тянет его под кровать. Мать, беспокоясь о безопасности своего ребенка, подозревает, что под кроватью скрывается что-то злое. В результате она переносит дочь в другую комнату и запирает дверь. Так. Однако, несмотря на все ее предосторожности, любопытные зрители настойчиво спрашивают, проверяла ли она сама пространство под кроватью. С этого момента события принимают неожиданный оборот. Мне задают много вопросов. Люди Ну-ка. спрашивают меня, вы были в комнате? Вы заглядывали под кровать? Нет, мы не заглядывали. Мы даже были в этой комнате 2 дня назад. Нам было немного страшно. Ну, типа, все стоит так же, да? Типа. Я не должен бояться сейчас. Сейчас как... Чё? Под кроватью лежит пугающая кукла, которая неожиданно оживает, отчего у женщины по Вообще спине пробегает ребенок холодок, какой-то, и вы она чё? в ужасе убегает. Что это она? После того, как она поспешно заперла дверь, она больше не возвращалась в эту комнату. Это какой-то Некоторые ребенок, наблюдатели блядь, живой. предположили, что кукла была механической, но она пояснила, что это всего лишь набивная игрушка из пластика. Не. Так что если кто-то из вас говорит, что кукла механическая и поэтому она двигалась, то это кукла из пластика, она набивная. Она выглядела Я как живой. проверил, я посмотрел на сайте Amazon.
Эта штука никак не могла двигаться сама по себе. Она провела исследование дома и выяснила эту информацию. Многие из вас спрашивали меня, проводили ли мы какие-либо исследования дома, и я провел. Я узнал, что некоторые из тех, кто жил здесь раньше, сталкивались с призраками. Так. Я выяснил, что дом был построен рядом, а не на самом кладбище. Так, рядом с кладбищем, окей. Да, я не знаю, мы в растерянности. Мы очень любим свой дом и не хотим уезжать отсюда, поэтому мы пытаемся понять, что нам делать. Затем она проводит небольшую экскурсию по дому. Некоторые из вас просили провести экскурсию по дому. Вот главная спальня. Вот коридор. Мы туда больше не заходим. Аут там, да. Вот наша гостиная. И в доме, кажется, нет ничего необычного. Нормальная такая террасочка, да? С басиком. Красота. Возможно ли, что слухи о призраках связаны с близостью дома к кладбищу? Или же жуткое явление может быть связано с пугающей движущейся куклой? Вот это самое Возможно, страшное, это наверное. сочетание обоих факторов. С того, что я видел. Тем не менее, ситуация, несомненно, жуткая. Ну что ж, друзья, вот такая вот подборка получилась в этот раз. Я надеюсь, вам понравилось. Вы выделили из этих роликов один для себя, в который вы поверили в мистику чуть-чуть больше. И если это так, оставляй свои комментарии под видео, я с удовольствием почитаю их. Но у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик. Меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет, он лишь в твоей голове.